Работа эта красносапожная не отпускает людей. Гоша Новиков пишет: я вот думаю, второе название могло бы быть «Женская логика». Сначала одеть сапоги, заглянуть в пропущенные, а потом взяться за остальное. Кстати, это раннее утро или вечер? Ну, первое название у меня было за 5 минут, за полчаса до рассвета. И здесь за окном использован такой мотив, который я видел и писал натюрморт на этом фоне в Сан-Франциско. Спасибо большое, Гоша, спасибо вам, друзья, за то, что вы неравнодушны к тому, что я пишу. Юзер ПО, благодарю. В тянущий грунт пробовал добавлять колер, очень нравится. А я не пробовал, кстати, отличная идея. Ну, наверное, можно гуашку развести, да? Такой. Это очень хорошая идея. Я помню, Юра Константинов всегда приходил, мы в Гурзуфе писали лет 10 назад, с большими холстами, он всегда на формате работал. И они немножечко были заколерованы. Вот это мне нравилось, что не белый холст остается, когда вот не прописываешь, а все-таки там есть какое-то легкое такое звучание, ну, там охристое, розоватое, не белое. Хорошая идея, спасибо большое. Я тоже попробую. User OW, спасибо огромное. Все важное, все в копилочку. У меня тоже происходит процесс от реализма к импрессионизму, здорово, порой даже успешно. Тогда танцую и пою. Скорее бы лето и на пленэр в огород, куда глаза глядят. А вам когда лучше пишется, зимой или летом? Вы знаете, ну, всегда мне пишется хорошо. Зимние пейзажи очень интересны. Конечно, некомфортно, холодно, но добавляется что-то такое неуловимое, тонкое. Ну, белый снег же, он окрашивает. Во-первых, все деревья, ну, не зеленые, а пустые, если мы пишем там, где снег. Через них просматривается пространство. Через зеленую, значит, крону не просматривается же, правильно, если все забито. А так все вдали хорошо просматриваются. И они таким цветом нежным, ну, разные, конечно, зимой бывают состояния. Но когда иней, это вообще волшебство какое-то. Ну, нельзя сказать, что я не люблю там весну, лето или осень. Но все-таки, если вот так вот брать из всего, то, наверное, весна или осень. Но не лето, потому что лето, вот как раз то, о чем я говорю, крона забивает пространство собою. Когда ветки пустые, через них вот интересно наблюдать что-то. А мы же пишем все-таки пространство. Больше нюансов, больше нежности в цветах. И сейчас я подумал, что все-таки я больше люблю писать весной, когда цветение. Вот. Когда вот эти нежные цветы, там миндаля, сливы, там какие-то яблоки цветут когда. И вот это все, конечно, совершенно удивительно. Вот весна, все-таки весна. Амаралкин, музыковед Анна Веленская, говорит, что музыка – это передача эмоционального опыта с помощью звуков. Опыта. Мне кажется, это и живописи касается. Как вам кажется, можно создать произведение искусства без эмоций, просто выполняя заказ? И вообще, заказная коммерческая работа – это искусство. Это как вы относитесь к ней? Если вам говорят, нарисуй мне пейзаж там с домиком, условно говоря, с цветами, вот вы берете холст и думаете, вот что мне делать, да? Угождать интересам заказчика или нет? Мне понравилось, как Бато мне рассказывал, что он пишет всегда свободно и так, как он хочет, и очень часто заказные работы ему, да, ну, они не брали заказчики, потому что это расходилось с его вкусом и то, что он там делает, и с их представлениями о живописи, его живописи. Мне тоже, я выполнял достаточно много заказных работ, и я всегда говорю, что я буду писать так, как хочу, но это, вне всякого сомнения, это поддерживалось, но не было пока такого случая, чтобы меня не брали то, что я пишу. А пишу я довольно-таки свободно. Есть элемент сковывания, но он такой легкий. Все-таки я настраиваюсь вот как на работу, на заказную. Я говорю так, что давайте мы напишем, не надо мне никакого задатка.
Если вам понравится, тогда мы все это решим. Если не понравится, эта работа пойдет на выставку. Ее просто другие купят. И поскольку я пишу для вечности, для искусства, то свободен в этом смысле. Я пишу так, как хочу в этот момент, вот ощущая этот момент, свои переживания, свои ощущения, вкладывая вот эту энергию в холст. Поэтому без эмоций ты не напишешь. Ты живой человек. Это как раз и есть, перехватывает дыхание, когда ты пишешь, от полноты чувств. Иначе, мне кажется, работа может просто не состояться. Если тебя не захватывает, ты просто как... Я даже не представляю, можно ли так, что-то там писать или рисовать безэмоционально. Пока что до меня это не доходит. Может, я к этому когда-нибудь приду. Посмотрим. Напомню, друзья, подписывайтесь на канал. Мне очень приятно с вами проводить время, то, что вы со мной проводите время. Так что, отметьтесь там в журнале. Каждый раз это надо делать. Вопросы задавайте, комментируйте. User IB. Уважаемый Слава, расскажите, какая разница о подмалевке и имприматуре? И правильно писать по сухим или сирым подмалевку и имприматуре? Балдею от вашей живописи. И все во мне кипит. Радость и зло. Зло даже. Радость, понятно, а злость, что не могу видеть и писать, как вы. Но балдею, спасибо. А чего там злиться-то? Просто ты работаешь над тем, чтобы это освоить. Видение главное. Научиться видеть правильно. Из видения... видение – это такой настроенный инструмент. Недавно наброски в одном театре, в большом, не очень большом, почти. И там они на репетиции, аккомпаниатор, балет, там все это танцуют они, а рояль расстроенный. Как он мучается играть. То есть нужно, чтобы рояль, инструмент наш, видение, был настроен. Но музыки не получается, если там фальшивят какие-то ноты мимо. Как же так? На классы ко мне приезжайте, если есть возможность. Либо в школу заходите, в онлайн, и там есть уроки как раз на настройку этого инструмента. Заточить нужно это видение, правильно видеть. И тогда вы сможете писать, рисовать что угодно. Представьте, у вас есть, я не знаю, навигатор. Путь, туда ехать. Но вы же, если есть этот навигатор, вы на автомобиле, на велике, пешком, и будете идти по этой дороге в правильном направлении. Вы придете обязательно к цели. Так что то, что происходит на этих онлайн-уроках или там на живых классах, это как раз навигация. И умение управлять различными транспортными средствами, чтобы правильно ехать. И красиво. Так, подмалевок и имприматура. Имприматура, как правило, это просто односложно одной краской, причем любого цвета, замазанная холст весь, целиком. А подмалевок, когда уже там различается по пятнам как-то замазываешь. Например, представьте, вы пишете этот мотив. Ты этим цветом приблизительно, можно поглубже замазал это пятно, занимающее в этом пространстве кусок. Там светлое окно. Замазал примерно. Потом всю эту массу за мной замазал. Это уже не имприматура, это уже по пятнам. Это подмалевок. Потом взял лицо по среднему тону. Проложил к этому. Это уже развитие подмалевка. Дальше в деталях уже начинается живопись. Так что такая разница между подмалевком и имприматурой. Имприматуру можно и хаотически наносить, как у меня остается краска на палитре. Сколько краски есть, я беру мастихины, прям ее там на холст, сколько есть. Потом другую краску, там, например, желтую, потом синюю, и такими пятнами странными у меня холст замазан, а потом по нему пишу. Но это так интересно. Мне пятна эти не мешают, разноцветные. Они там где-то проглядывают, какие-то странные появляются такие взаимосвязи, сочетания неожиданные. Поэтому в этом смысле имприматура разноцветная, даже как калейдоскоп. Интересно, эта работа была написана именно на такой имприматуре. Называется она «Мерлин».
я познакомился с девушкой, просто вот подошел на выставке, она просто ослепительная такая для меня была, такой образец силы и красоты. И сказал, что я художник, хочу вас написать. У меня был планшет с собой, я показал, что я не просто Вася, который ухажер, а там, ну вот мои работы, и давайте как-то это, если есть такая возможность. Она приехала, и за 3 часа я написал эту работу. В конце заставки появится ссылка прямая на видео 574 «Трудный цвет в живописи». Там будет целый ряд работ, которые мы писали в Семиизе. Это был совершенно замечательный мастер-класс. Посмотрите отчетный ролик об одном дне этого класса.